Сегодня мы прикоснемся к линейке HR от Tascam. Это внешние аудиоинтерфейсы, переработанная US-серия, и сегодня у нас на столе младшая карточка 1X2. На что она способна, для чего нужна и как ее правильно использовать. Обо всем этом поговорим сегодня. Друзья, здравствуйте! Я приветствую вас на канале «Давай запишем». Здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. По большому счету, обновленная линейка — это все тот же самый старый добрый Tascam US. В целом, если вы знаете US прошлый, младшую его модель, то вы могли найти определенные сходства. Итак, здесь у нас есть два канала по входу, два канала по выходу независимые. Первый канал оборудован микрофонным предусилителем, на втором канале его нет, будьте внимательны. Но все же предусилитель достаточно неплохой, 58 дБ, и это здорово. В принципе, этого усиления хватит для большинства микрофонов. Также, помимо всего прочего, тут есть фантомное питание, так что здесь мы можем работать как с динамическими, так и с конденсаторными микрофонами. На втором канале у нас дан разъем TRS для каких-то линейных или инструментальных подключений. Причем, в зависимости от источника, который вы будете записывать, вы должны с помощью специальной ручки выбрать, работает у нас линия или работает инструментальный режим. Стоит ли говорить, что для каждого канала у нас имеется по индивидуальной ручке для регулировки усиления. Что по поводу выхода? Здесь также есть ручки, и главным образом это ручка для регулировки громкости, которая идет у вас на громкий контроль на мониторы, и ручка для регулировки отдельная, она независима от мастера. С помощью нее мы можем крутить громкость, которая пойдет у нас в наушники. Ну и, конечно же, выход для этих самых наушников. Небольшое дополнение по поводу выхода для наушников, вернее, об усилителе, который здесь у нас установлен. Мы его протестировали с 64 омами. В целом, такие ушки вот эта карточка раскачает. Если что-то более высокоомное, то уже не гарантировано. Вообще, покупайте наушники с меньшим количеством ом, и будет вам счастье. Я думаю, настало время перейти на заднюю сторону, и здесь мы видим очень такое классное нововведение — это разъем Type-C. Пусть он вас не пугает, я обожаю этот разъем, но некоторых людей он вгоняет просто в какую-то панику. В комплекте идет проводочек, вот такой, с Type-C на привычный тип А, так что какой бы у вас компьютер ни был, какие бы разъемы в компьютере ни были, если там даже нету Type-C, эту карточку можно подключить, благо, что и по USB она работает не по трешке, а по второй версии этой замечательной шине. Также здесь мы найдем переключатель прямого мониторинга, так сказать, аппаратного. Есть настройка, есть также переключатель, который позволит нам выбрать, какие входы будут задействованы, будут ли это входы, данные спереди карты, или же пара RCA разъемов, которые у нас выведены сзади. Они, кстати, чуточку попозже. Это очень интересные линейные входы парные. Ну и, естественно, еще одна пара RCA разъемов у нас дана на выход. Да, мастер-выход тут реализован на тюльпанах. Самые важные отличия обновленной HR-серии от предыдущей вы видите на своих экранах прямо сейчас. Первым делом это, конечно же, преобразователи. Теперь они выдают 192 кГц вместо 96. Все это с штатными 24 битами. В лучшую сторону изменилось и соотношение сигнал-шум, и почти в 5 раз снизился порог по искажениям по входу. В целом, здесь мы получаем, я не побоюсь этого слова, профессиональное устройство такого начального сегмента. С помощью него можно писать музыку, можно записывать озвучки, подкасты, можно вести прямые эфиры и стримы. В целом, если вам не нужно подключать больше одного микрофона, и если при этих словах вы задумались о себе любимом, то вот, прекрасное решение, им можно и даже нужно пользоваться. Не микрофонами мы едины, все-таки вспоминаем, что здесь есть настоящий инструментальный вход, он позволит нам подключить гитару напрямую в линию по проводу, что мы, собственно, с вами давайте и проделаем, и послушаем электрогитару как в сыром, так и в обработанном виде.
Несмотря на то, что здесь у нас имеется аппаратный мониторинг, а я напомню, что это штука, которая позволяет вам в своих ушах одновременно слышать звук, который приходит на входы карты, и звук, который звучит в компьютере, например, минус и ваш вокал, который вы записываете. Дальше вы их можете смешивать. Чуть попозже в контрольной панели я вам покажу, как это здесь делается. Причем это можно делать и в моно, и в стерео. Так вот, даже несмотря на это, все же, когда мы пишем электрогитару, мы хотим слышать ее уже обработанной через, допустим, какие-то виртуальные инструменты, виртуальные VST. Тут на передний план выходит параметр задержки. Это очень важная цифра, она отвечает за комфорт, который вы будете испытывать во время записи. Собственно, параметры задержки, которые мы намерили, сейчас вы видите на своих собственных экранах. В числе изменений HR-серии можно назвать, конечно же, контрольную панель, которая здесь была переработана и которую вы прямо сейчас можете видеть на своих экранах. Здесь мы можем настроить мониторинг аппаратный, будет ли он в моно по центру или в стерео, каждый канал в своем ухе, а также можно задать баланс по миксу, что обычно делается ручкой на корпусе самой карты. Можно включить или выключить входные каналы карты, а также сменить размер буфера. У карты есть loopback, это клевая функция, позволяющая вам либо записывать, либо пускать в прямую трансляцию звук происходящего у вас на компьютере. Причем это все настраивается вплоть до того, будет ли сигнал в моно или в стерео. Настало время финального теста младшей карточки серии HR. Будем слушать одновременно и вокал, и акустическую гитару. Вокал у нас придет, что характерно, в первый канал с микрофонным предусилителем. Гитару воткнем напрямую по проводу, канал номер 2, включим инструментальный режим и что-нибудь с вами запишем. Hey sister, it's really nice to meet you. I just met the 5'7" guy, you're just my type. I like the way he's speaking, his confidence is speaking. I like his baggy jeans, but I got flowers underneath them. I know I've been to MIA. I heard that Cali never ends to New York has way. First let me see the West End, I'll show you to my brethren. I'm liking this American boy. Take me on a trip, I like to go someday. Take me to New York, I like to see LA. But I really want to come kiki with you. You'll be my American boy. В комплекте с картой нам дают сразу несколько программ для работы со звуком, в частности, это обрезанный Cubase и обрезанный Cubasis. Вот самые зоркие вначале увидели разъем для внешнего питания сзади корпуса, и действительно так, эта карточка может работать с мобильными устройствами на базе iOS, так что ее вполне можно брать куда-нибудь в разъезды, брать планшет, Cubasis, что-нибудь писать или что-нибудь воспроизводить опять же. Что касаемо работы с Windows, очень много поступает вопросов, будет ли, допустим, этот интерфейс работать с Windows 7. Да, на момент записи ролика поддержка Windows 7 у производителя имеется, но, возможно, выйдет следующая версия драйвера, контрольной панели, и поддержка исчезнет. Поэтому, друзья, вы уж там прекращайте сидеть на Windows 7, все-таки 21 год идет, давайте переходите на десяточку, и точно вам будет счастье. Что стоит сказать еще по этой карте? Если вы хотите использовать сразу два микрофона, писать сразу два микрофона параллельно, независимо, то второй канал можно превратить в микрофонный. Есть небольшой лайфхак, я им с вами сейчас прямо поделюсь. Вы покупаете небольшой микрофонный предусилитель, подключаете его в линию к второму каналу, подключаете к предусилителю микрофон и можете писать на два микрофона. Хотя все же изначально, если вы понимаете, что так, в будущем я буду использовать два микрофона для записи, возможно, есть резон купить не эту карточку, а среднюю модель в линейке HR 2×2. Кстати, обзор на 2×2 и 4×4 вы сможете также найти на нашем канале, ссылка вон там в аннотации и в описании к этому ролику. Еще один очень важный момент, который касается именно этой карты. Это одна из немногих карт в этом сегменте, которая имеет стереолинейный вход. Сзади тюльпаны, вспоминаем, мы как-то в самом начале их с вами смотрели. Так вот, этот стереовход позволит вам работать с какими-то синтезаторами или, например, оцифровывать какие-то аналоговые носители. Опять же, стерео — это здорово, все будет в лучшем виде. Вот. В
конечном итоге мне очень хочется от вас услышать, что вы думаете по поводу этого аудиоинтерфейса. Чем он вам понравился, например, напишите. Возможно, есть какие-то минусы или недочеты, которые вы в нем увидели. Опять же, поделитесь с нами, будет очень интересно почитать. Внизу в комментариях на YouTube. Ставьте лайк, если видео пришлось по душе, и подписывайтесь на канал, ведь я напоминаю, это был «Давай запишем», и здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Друзья, я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующем ролике. Здравствуй. Нет, как не так. Как-то что-то не того. Так, все нормально, у тебя на правой руке на пиджаке какой-то волос торчит. Где? Здесь? Нет, ближе к... Как-то немножко странно. Немножко коряво. Давай перепишем. Давай.